Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в городе Гуанахуато. Добро пожаловать в город лабиринтов, узких улочек и красивых колониальных зданий. Из города Сан-Мигель-де-Альенде мы приехали в город Гуанахуато и заселились в самом центре в бутик-отеле. Отель называется Антигуа и Трес. Мы не успели заранее изучить особенности этого города. А здесь, оказывается, узкие дороги, одностороннее движение. Приехав в отель, нам дали карточку от парковки, которая находится в километре отсюда. И мы с вещами нашими поехали на эту парковку. А надо было сначала разгрузить вещи, а потом уже ехать на парковку. А мы так растерялись, потому что здесь постоянно ездят машины, особенно в вечернее время. В общем, наш совет, главное, когда приезжаете в отель, это сначала разгружайте вещи, если вдруг вы на машине, а потом уже паркуйтесь. Здесь находится ресепшн, небольшая ресторанная зона, где проходят завтраки. Можно приобрести номер с завтраком, можно без завтрака. Мы себе завтраки не брали. Отель очень просторный, красивый дизайн модный. В отеле очень много комнат. И, кстати, здесь даже есть бассейн. Но в зимнее время или весеннее время, как это сейчас, его накрывают и открывают лишь в жаркий сезон. Еще одна обеденная зона, где можно перекусить. Это часть ресторана терраса, поэтому выбираете по меню себе обед или ужин. Вечером в отеле включается красивая подсветка. Это тоже все территория отеля. За этими зелеными дверями очень красивые комнаты. Мне подсказали, что наверху есть обзорная площадка, поэтому я хочу подняться на самый последний этаж. Даже не обязательно идти на обзорную площадку, чтобы полюбоваться на вид основных достопримечательностей Гуанахуато. Здесь открывается вид на университет этого города, на собор. Терраса нашего отеля как отдельная достопримечательность этого города, потому что открывается абсолютно все. Пройдем в нашу комнату. У нас большая двухспальная кровать. Номер очень красивый. Видно, что делал его дизайнер. Много картин. Красивая люстра. Отлично работает интернет. Есть телевизор, в котором доступны и YouTube, и Netflix. В комнате у нас приятные запахи, потому что здесь есть отдушка. Место для хранения вещей, предусмотрены вешалки. Плед, если вдруг вы замерзнете ночью, хотя здесь не так холодно. Сейф, рабочее место. И что хочу отметить, здесь везде есть свет, есть лампа на рабочем столе, вкусная водичка, кофемашина капсульная. Каждый день приносит новые капсулы. Отдельный вау — это, конечно же, удобная кровать с мягким матрасом, после которого абсолютно не болит спина. Пройдем в нашу душевую. Здесь тоже все очень стильно. Есть обычное зеркало, есть зеркало косметическое, раковина, гель для душа, мыло для рук. Здесь предусмотрены халатики, много полотенец, тапочки. Душевая комната с абсолютно новой сантехникой. И здесь тоже гель для душа, кондиционер, шампунь. Что необычно, в ванной комнате у нас тоже есть небольшая терраса. Здесь, правда, ничего такого необычного, но вот можно выйти подышать свежим воздухом, потому что здесь нет крыши. Наверное, самая главная достопримечательность города, помимо исторического центра, это музей. Но не простой, а достаточно жуткий музей. Музей мумий. В музее больше 100 мумий, многим из которых более 150 лет. Мумии выставлены в стеклянных шкафах и эффектно подсвечены. В 1833 году в соседнем поселении произошла вспышка холеры, и экспонаты умерли от болезни. Мумификация была вызвана естественным процессом, благодаря сухому климату, герметичным гробам, и главное, что не позволило разложиться этим трупам, это необычный химический элемент в почве. Спустя 30 лет власти решили ввести налог на захороненные тела. Многие не могли позволить себе его оплатить, и большинство трупов были эксгумированы. Таким образом были обнаружены эти мумии.
Они стали привлекать внимание туристов, и их решили вывести со склада, а в 1969 году был образован музей. Одним из самых удивительных экспонатов является мумия беременной женщины, которая умерла от холеры. 4-месячный плод, который считается самой маленькой мумией из когда-либо найденных, виден через увеличение. В музее также есть мумия младенца по имени малыш Энрико, который умер в возрасте 6 месяцев в 1999 году. И уже после посещения столь жуткого музея вы можете здесь в сувенирной лавке приобрести какие-то сувениры, тоже связанные с тематикой мумий. Вход в музей мумий стоит 101 песо. Также вы можете приобрести билет за 120 песо. Тогда дополнительно еще будет включен музей мертвых, но он не такой интересный и колоритный. 36 песо стоит отдельно оплата за фото-видеосъемку, но она, знаете, такого добровольного характера. Потому что если вы не оплатите, то можно снимать и без билета. Детям, либо пенсионерам есть скидки в этот музей. И чтобы попасть в сам музей, нужно отстоять очередь. Сначала на приобретение билета, а потом уже на вход. Также на выходе можно попробовать традиционный напиток «Русос». В него входит различная газировка из грейпфрута, апельсина, различные какие-то еще фрукты. Ну, давайте посмотрим, как это все делается. Помимо всего, этот напиток руса подается в красивом глиняном горшочке. И сверху мы еще видим мороженое, которое поливают соусом чимоя. Ой, ну мне нравятся, конечно, мексиканские напитки, чего они только не придумают. Но вот это вот сочетание сладкого и соленого, оно просто великолепно. Такой напиток стоит 70 песо. Да, приятно охлаждает в жару, потому что там сочетание и перца, и соли, и сладких напитков. В общем, то, что надо, особенно после жуткого музея. Но также забыли упомянуть, что горшочек, в котором наливается напиток, он остается у вас на память. Ну, за 70 песо. Мало кому известно, что под улицами и зданиями Гуанахуато есть целые лабиринты тоннелей, переулков и секретных ходов, сооруженных еще в колониальную эпоху. Изначально построенные на случай речных наводнений, тоннели использовались во времена войны за независимость Мексики от Испании, а также в ходе других важных событий XIX века. Помимо огромных туннелей для автомобильных развязок, также в городе есть еще одна проблема – это парковки. Сейчас мы припарковались на подземном паркинге, но в центре очень сложно найти место для парковки, поэтому сюда приезжать на машине – это, конечно, еще то удовольствие. Но благо мы все-таки припарковались, 25 песо в час, и сейчас движемся в сторону фуникулера. Сейчас проходим красивую аллею. Здесь деревья, которые вас укутывают и образуют тень. Очень красивое место. Также звучит музыка мариачи. Очень много людей гуляют. Билет на фуникулер стоит 35 песо в одну сторону. Можно взять туда-обратно, соответственно, это будет стоить 70 песо с человека. Высота подъема на фуникулере всего лишь 102 метра. Мы с вами будем находиться под наклоном 42 градуса. Поднимались мы, наверное, минуты 2, но из вагончиков открывался уже потрясающий вид на город. А сейчас проходим вдоль многочисленных палаточек с различными сувенирами. И также этот город славится своим серебром. Здесь добывают серебро, поэтому есть много магазинчиков с серебряными украшениями. Теперь проходим немногочисленные палаточки с едой. Готовят очень много местной еды. На вершине обзорной площадки, возле монумента с местным героем, очень много людей. Кто-то отдыхает здесь в тенечке, сидит на ступеньках, а кто-то наслаждается потрясающим видом на город. Вот так вот совсем рядом со смертью мы находимся, друзья. С этой обзорной площадки открывается вид на город Гуанахуато, на его архитектурные достопримечательности и на цветные домики. Сейчас также мы решили в тенечке посидеть перед памятником. Этот памятник посвящен герою борьбы за независимость Мексики, которого звали Эль Пипило. И вид на этот монумент открывается с любой точки города. Также мы видим, как здесь готовят кукурузу. Она есть в различном виде, очищенная, и какая-то с томатами здесь, с приправами.
В итоге наверху, помимо красивого вида на город, также очень много палаточек с сувенирами, различной местной едой, напитками. Здесь также можно выпить напиток, который мы пили ранее у музея. Но еще же здесь расписывают эти горшочки очень красиво. В сердечках пишут имена, либо название города. Но стоит учитывать, что здесь все сувениры, еда и напитки немного дороже, чем в других местах. Вот, допустим, до этого мы руссы брали за 70 песо, здесь уже стоит 100. Мичеладосы, нам сказали, стоит 150 песо за стакан, хотя до этого они продавались по 80 песо, поэтому здесь все немножко дороже, чем в других местах. Спустившись с фуникулера, мы перепарковали наш автомобиль на нужной парковке и доехали на автобусе до центра. Исторический центр города. Стоимость поездки на обычном городском автобусе 14 песо. Но когда вы на нем едете, вы также можете любоваться достопримечательностями города, будто на туристическом автобусе, который стоит, конечно же, в разы дороже. Сейчас мы находимся в самом центре города, на миниатюрной площади Ла-Пас, которая имеет форму треугольника. А за моей спиной открывается базилика Богоматери Гуанахуато. Очень красивая и имеет колониальную архитектуру. Рядом с площадью Ла-Пас находится красивый университет, известный своей архитектурой. Университет Гуанахуато был построен в 1950-е годы. Строили его почти 10 лет. Причем главное здание и лестницу строили в разное время. Университет является государственным и одним из самых престижных в стране. Многие студенты даже переезжают из своих больших городов, из Мехико, из Пуэбло, именно в Гуанахуато, чтобы поступить в этот университет. По улочкам города мы дошли до ее самой узкой улочки, которая называется улица Поцелуев. Помимо того, что это самая узкая улочка в городе, это еще и самое романтическое место, где целуются парочки и фотографируются. Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Можете ставить сердечки, друзья, также не забывайте. Всем до новых встреч, всем пока!